Всем привет! Сейчас я хочу сварить вот такие серебряные контакты, и сделать я хочу это хитрым способом. Эти контакты мне присылал автор канала Ефим. Они, наверное, от каких-то реле, сами серебряные контакты, скусанные вместе с пластиной, с подложкой, на которой они закреплены. Подложка эта к серебру не имеет никакого отношения, поэтому хитрый способ мой будет заключаться в том, что я попробую протравить само серебро от этого лишнего металла. Ничего хитрого в этом нет, согласен, так уже давно люди делают. Только я попробую это сделать по-другому немного. Что получится, посмотрим. Для начала давайте взвесим материал. Ну вот, красивая ровная цифра. Ровно 150 грамм. Будет проще ориентироваться с этой циферкой. Сейчас продолжим, а пока вы только посмотрите на это внимательно. Знаете, давно не видел такого душевного контента, как у ребят с канала MyWork. Данный проект был создан специально, чтобы показать красоту момента работы каждого человека. Замечательных мастеров от ювелира и кондитера до наездника и тату-мастера. Красивые кадры сняты в 4К. Такое редко увидишь. Переходите по ссылке в описании и погружайтесь в мир крутых профессий. Итак, что касается непосредственно протравки серебра от лишних металлов. Травят его обычно в растворе царской водки, в азотке с солянкой. Как известно, в царе серебро не растворяется за счет того, что солянка пассивирует поверхность серебра тонким слоем хлорида. Солянки добавляют, конечно, меньше, чем для царя, для растворения золота, но тем не менее я считаю, что в данном случае добавление солянки – это абсолютно бесполезная ее трата. С этой задачей прекрасно справится обыкновенная соль, тем более у меня солянки нет вообще, а если я ее еще и тратить начну, то ее у меня совсем не станет. Итак, насыпал буквально немного обыкновенной соли и наливаю раствор электролита с аммиачной селитрой. Развожу всегда в пропорциях на 1 часть селитры, 2 части электролита плотностью 1,4. Затем в зависимости от процесса добавляю того или другого. А бывает, воды надо добавить, чтобы лучше было. Выношу греть на свежий воздух под яркое весеннее солнышко. Обязательно это надо делать на свежем воздухе, либо под хорошей вытяжкой. В работе с кислотами обязательно руки защищать резиновыми перчатками, а глаза защитными очками. А также иметь представление, что ты делаешь и что может быть. В противном случае лучше не делать вообще. Ну, я просто, похоже, должен все это говорить. Ладно, вернемся к процессу. Рабочая кислота в этом процессе для растворения – это все равно азотка, поэтому солянка нужна буквально для того, чтобы не растворялось серебро, для пассивации поверхности хлоридом. И нужно ее совсем немного, либо ее не нужно совсем. Эту задачу прекрасно выполняет обыкновенная соль. Ну я только что, по-моему, об этом говорил. Ну вот, как видим, растворение идет, пусть растворяется дальше. В процессе растворения подливал как воды, так и кислоты еще. В общей сложности кислоты ушло примерно 250-300 мл. Солю его в банку, позже проверим его на содержание серебра, растворялось серебро или нет, а то мало ли. Раствор остыл, так как сливаю его в обыкновенное стекло, на дне выпали купоросы, растворю этот купорос в кипятке и все вылью туда же, позже проверим его. Протравил контакты очень хорошо и, чтобы в этом убедиться, залил их еще свежим раствором. На этот раз точно видно, что нет больше никакого растворения, раствор остается прозрачным, ничем не окрашивается. Слил все в тот же раствор, и вот сейчас рассматриваю их, и они какие-то нифига не серебряного цвета. Видите, они имеют какой-то темно-красноватые оттенки. Это мне нравится как-то не очень. Не нравится мне это совсем. Ладно, посмотрим. В процессе травления на поверхности, как я говорил, образуется тонкий слой хлорида. Это я сейчас и хочу проверить. А заодно уменьшить потери и посмотреть, какими они могут быть за счет этого. Отмою их водным раствором аммиака. Этот у меня 12% со строительного магазина. Погрею, побултыхаю, отмою. Потом проверим, сколько серебра переходит в хлорид в процессе травления. И если плавить, то это могут быть потери. Пускай невеликие, но само слово потери какое-то немного грустное. Да и так просто, чтобы знать и не гадать в следующий раз. Протравочный раствор я хотел проверить на хлорид серебра. Ушло в него что-то или нет.
Растворил в итоге весь купорос, что выпал, дал раствором отстояться, собрал все, что осело на дно, и не было там абсолютно ничего. Так, вон какая-то темная бяка отстоялась, и все. Нет, короче, там ничего. А вот то, что я отмывал контакты аммиаком, тут интересно посмотреть. Сразу профильтрую его, чтобы был чистенький. Нагрел его до горячего состояния. Запах такой, что... Да какой там запах? Вонь такая, что бодрит, приводит в чувство. Просветление ума сразу наступает. Добавляю гидрозин-гидрат, разведенный 1:4 помаленьку. И видим, что стало восстанавливаться серебро. Сколько его тут, интересно. Сейчас взвесим. Вон видно, что как куля скаталась серьезная. Прям куча серебра. Сейчас я его промою, сплавлю и посмотрим, сколько его тут. И посмотрим, что делать дальше. Сплавил я этот осадок. Вот такой королек получился. Получается, что это только смыл аммиак хлорида с контактов. А если контакты после протравки от металлов сразу плавить, то это могут быть потери, если можно их так назвать. Но тем не менее. Хлорид при высокой температуре до металла вроде бы не восстанавливается, а смолистые такие сопли получаются. Давайте сейчас взвесим, посмотрим, сколько его тут. 0,8 грамма. Немного, но есть. А вот они сами контактики после протравки. Не нравятся они мне по цвету. Темный красноватый оттенок какой-то. Чистое серебро лишь только окошками местами виднеется. А так они явно не чистые. Нечистое серебро получилось. Поэтому сейчас небольшую кучку отсюда проведу через полное растворение и восстановление. А небольшое количество сплавлю прям так, и можно будет сравнить. Так, сейчас обязательно давайте взвесим, узнаем, сколько его получилось после протравки. Этот королек тоже надо положить, он ведь с этого материала. 52, 57. Итого было 150 грамм материи. Что-то ерунду какую-то написал. Руки совсем не слушаются. Материала было 150 грамм. После протравки получилось 52,5. И что я хочу сказать еще. Дело в том, что перед тем, как сейчас сделать, я аналогичным способом попробовал сделать 3 контактика. И по цвету они получились чистые. Прям явно серебряного цвета. Хотя делал все точно так же. А в этот раз они получились какие-то красные, обмедненные. Поверхность у них нечистая. Плавить прям так не хочется их. Поэтому небольшое количество я сейчас попробую сплавить прям так, а для сравнения возьму точный вес и проведу полное растворение и восстановление. Взял ровно 10 грамм, записал. Хочу посмотреть на цвет раствора, примеси, уменьшится ли в массе. Сама плавка тоже дает понять. А небольшую кучку попробую сплавить прям так и уже посмотрим, сравним. И тут такое дело, значит, произошло очень странное обстоятельство. Те контакты, которые я решил сплавить прям так, при прокалке до красна заметил, что они становятся белыми, чисто серебряного цвета, без этого грязного налета. Расплавил их полностью, вот эти 2 королька, сверху они вроде как нормальные, чистенькие получились, но вот снизу, где как раз таки наоборот обычно получается чистая блестящая поверхность, на них есть какой-то нехороший грязный налет, хотя от буры я их почистил. Это нехороший налет, примеси какие-то, хотя сверху кажется, что чистенькое. И так как при прокалке они становились чистыми, налет сходил, то я решил все остальные тоже прокалить. И вот что получилось. Хотя они и становятся чистыми белыми, сверху они покрываются какой-то тугоплавкой смолой, которая не сгорает, как сопли такие. Вот я этот комок оставил, смотрите, прям так комком он и застыл. Возможно, это хлорид серебра так себя ведет, который я не до конца отмыл аммиаком, может надо было еще лучше отмывать. Хлорид серебра может создавать такие тугоплавкие сопли, наверное, это он. Ну а те контакты 10 грамм, которые решил полностью растворить и восстановить, залил их азоткой. Ну как азоткой? Электролитом с селитрой. Нет у меня азотки. Долго держал, грел, кипятил. И вот там, где этот темный налет, вообще не растворялось. Растворение шло только там, где были окошки открытого серебра. Там видно было, как растворялось. А там, где налет, нет. Не знаю, что к чему и почему так. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то поделитесь ими в комментариях. Буду признателен.
В общем, все эти моменты заставили меня растворять все полностью, чтобы точно знать металл на выходе, так как свои примеси я знаю, а тут не знаю, что за фигня такая. Предварительно сплавил все контакты в коралике, вот их сколько получилось. Ничего пока не взвешиваю, будем взвешивать уже конечный результат. Расплющил их все в тонкие пластины, так будет быстрее растворяться. Гантели это лежит, чтобы спорт был в моей жизни, но спорта нет. Она как наковальня у меня отлично работает. Но всегда честно заявляю, что в комнате у меня всегда под рукой 16-килограммовая гиря. Растворил все серебро, вот этот раствор. Раствор для растворения серебра у меня многоразовый. В нем можно растворить много серебра. Что это все значит, расскажу как-нибудь в следующий раз. Это отдельная тема для разговора, не будем сейчас делать винегрет. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, если еще не сделали это, чтобы не пропустить следующие выпуски. Как интересные, так и не очень. Итак, раствор по цвету я бы не сказал, что там есть примеси. В принципе такой, какой и должен быть. Практически все серебро выпало на дно в виде сульфата. Сейчас солью и отфильтрую сам раствор и сразу восстановим из него хлорид. Вот осадок сульфата серебра, оно практически все тут. Он имеет именно такой цвет, от белого до желтых оттенков. Сразу налью плотный раствор обычной соли, выбью хлорид. Ну вон он, видно его вроде бы, да? А сам сульфат перенесу в большой стакан и сейчас буду растворять его в громадном количестве воды. Нагреваю на плите, периодически помешивая. Сливаю его через фильтр. Осадок практически не растворился. Чтобы его растворить, так надо сделать много-много раз. Вот таблица растворимости сульфата серебра. В воде он плохо растворим и хорошо в концентрированной серной кислоте. А также тут не написано, но оптимальнее всего его растворить в водном растворе аммиака. В аммиаке он хорошо растворяется, и оттуда прям его восстанавливать медью или гидрозин-гидратом. Сейчас сразу из этой партии выбью хлорид и посмотрим, сколько его только с одного растворения, а их будет раз 10-15. Как это выглядит на деле, показывать не буду, но думаю, вы представляете. Итак, вот посмотрите, в одной банке хлорид из раствора, в другой только с одного растворения сульфата. Практически одинаково. В принципе, в этом и заключается многоразовый раствор. Каждый раз все серебро выпадает сульфатом, и можно им растворять заново. Этот сульфат скопился у меня с 5 заходов одного и того же раствора. Вот такой лайфхак. Ну ладно, мне предстоит большая работа. Как все сделаю, продолжим. Хлорид готов. Тут абсолютно все, что было. С отстойников большого количества жидкости на следующий день отстаивается еще много хлорида, после чего вода становится кристально прозрачная и стерильная. Сульфат серебра используется для дезинфекции воды, ионы его обладают бактерицидным свойством. Он простоял 2 дня, пока у меня сейчас дошли руки до него, поэтому он потемнел, частично уже начал восстанавливаться до металла и имеет какой-то синий оттенок. Сейчас восстановлю его до металла, и делать это буду цементацией на алюминий. Мне нравится делать именно так. Серебро получается чистое. В любом случае, перед тем как отлить слиток и наколоть на нем побольше девяток, делается очистка в стерильных идеальных условиях. А пока такой задачи нет. Закинул куски чистого алюминия. Перед использованием я его проверяю. Сделать это просто, и бывает такое, что в нем обнаруживаются другие примеси. Хлорид залит уже дистиллированной водой, подлил совсем немного, миллилитров 30 электролиты, и подсаливаю чуток обыкновенной солью. В таких условиях восстановление протекает просто идеально. Поставил греться на небольшой температуре, кипятить ни к чему, градусов 70-80. В таких условиях восстановление протекает просто идеально. Видно, как от кусочков алюминия расходится восстановленное серебро. Пока не перемешивал еще и слипшиеся куски не разминал. По ходу дела надо будет подкинуть еще алюминия, а пока пускай восстанавливается дальше. Осадок готов, прокипятил его в чистом растворе от остатков алюминия, потом уже в дистиллированной воде. Крупнозернистый порошок серого цвета очень уплотнился, скатался уже сам по себе. Сейчас наделаю, натрамбую брикеты.
Трамбовал так старательно, что сломал один поршень. Вон он на столе лежит. Брикеты просушу хорошенько на плите. И теперь остается только сплавить их, оценить отличные результаты и сделать выводы из всего из этого. Ура, все готово. Вроде как очень даже чистое серебро получилось. Жаль, что анализатором стрельнуть нет возможности. Красивые кораллики. Красивый очень металл это серебро. Хочется трогать его всегда. Потребовалось немного больше времени и действий, чем планировал. Я рассчитывал, что просто потравлю от лишних металлов и сплавлю. Так бы и сделал, если после протравки они были бы вот такие беленькие, чисто серебряного цвета, как вот эти, которые я пробовал делать, 3 контактика, перед тем, как браться за весь материал. Но меня смутил красный цвет, темный налет, которым они были покрыты, поэтому пришлось растворять полностью. Но в любом случае я не жалею об этом, так как сейчас в итоге четко понимаю, что из себя представляет этот металл в результате. Нет никаких «а вдруг», «а если», что там было или не было, так увереннее. Что касается протравки серебра от других металлов в электролите с аммиачной селитрой с добавлением соли, то этот способ отлично работает, прекрасно можно пользоваться. И не надо тратить солянку, в данном случае ее применение считаю совсем неоправданным. Рабочая кислота для травления все равно азотка, или как в моем случае электролит с селитрой. Солянка нужна только для того, чтобы серебро не растворялось. А это прекрасно может сделать и обыкновенная соль. Но уж тем более лить там этой солянки половину объема вообще ни к чему. Ну да ладно, давайте уже отправим металл на контрольное взвешивание. Цифру какую-то написать-то надо. Материала было 150 грамм, после протравки от лишних металлов самих серебряных контактов стало 52,5. Эта цифра теперь уже не нужна. И сейчас посмотрим, сколько стало после полного растворения и восстановления. Отлично, ровно 50 грамм. Материала было ровно 150, выход ровно 50. 1/3 от исходного объема. Отличная цифра. А 2 грамма чего-то куда-то делось. Были ли это потери серебра в процессе, либо очистка от примесей, судить вам. Растворы, приготовленные на утилизацию, проверил, нет там ничего. Так что вот такая вот крутая цифра 50 на выходе получилась. Ставь лайк, если ты тоже считаешь, что 50 грамм серебра это хорошая цифра. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И обязательно пишите в комментариях, что вы думаете обо всем об этом. И не только. И на этом все. Всем удачи. Пока.